Приветствуем всех на нашем новом детальном разборе. Сегодня у нас невероятно насыщенная и, честно говоря, местами переворачивающая сознание тема. Да, я бы даже сказал, ломающие привычные шаблоны. Абсолютно. Наша миссия сегодня — это провести действительно комплексное, глубокое исследование бизнес-модели группы компаний GTI. Они известны как Global Transport Investments, и их технологии UST. Мы буквально препарировали огромный массив их внутренних документов за последние дни. Да, это были их стратегические отчеты, многоуровневые анализы, подробнейшие планы развития, аж вплоть до 2035 года. И цель этого погружения — выйти за рамки такого, бытового понимания транспорта. Нам нужно выявить скрытые, порой совершенно парадоксальные преимущества их логистической инфраструктуры. Вот именно, если мы представим себе современный крупный мегаполис, то традиционный наземный транспорт работает в нем как система постоянно закупоривающихся артерий. Бесконечные пробки, светофоры, аварии — это просто хроническая болезнь городов. Угу. А то решение, которое предлагает UST, оно похоже на элегантное хирургическое шунтирование. Оно спасает весь городской организм, пуская кровоток высоко в обход вот этих больных, забитых участков. Так, давайте это разберем. Это, кстати, очень точная медицинская метафора. И чтобы по-настоящему понять масштаб и амбиции предложенных решений, нам всем придется полностью отказаться от привычного взгляда на технологию просто как на очередные вагоны, которые едут по рельсам. Да, если мыслить старыми категориями, суть мы точно упустим. Именно. Мы будем анализировать эту экосистему через 5 уровней абстракции. Как это предлагают сами инженеры и аналитики компании в своих отчетах. Мы начнем с базовой физики и материалов, затем плавно перейдем к экономике жизненного цикла, посмотрим на пространственную логистику. И потом разберем весьма необычную бизнес-модель самой корпорации. Верно. А в финале затронем глобальную геополитику. Только так можно увидеть истинный потенциал этого фундаментального сдвига. Отлично. Тогда давайте нырнем на первый уровень, технологический. Читая документацию, я постоянно ловила себя на мысли, что здесь происходит какой-то радикальный отказ от старых инженерных догм. Согласен. В основе технологии UST лежит архитектура так называемых предварительно напряженных путевых структур, или сокращенно PTS. И вот что реально взрывает мозг. Вместо того, чтобы строить привычные нам громоздкие железобетонные эстакады и виадуки, которые работают на изгиб под тяжестью поездов, Которые требуют колоссального количества бетона. да. Вместо этого инженеры используют стальные нити. Эти нити натянутые внутри корпуса с усилием в сотни тонн. То есть трасса превращается из тяжелой, изгибаемой балки в растяжную, невероятно прочную струну. Угу. В отчетах есть цифры, от которых просто глаза на лоб лезут. Анкерные опоры, которые держат это колоссальное натяжение, можно ставить шагом вплоть до 10 километров, а промежуточные опоры остаются тонкими и ажурными. Но тут, возникает логичный вопрос. А как же станции? Они ведь, по идее, должны быть тяжелыми. А вот тут и проявляется инженерная смекалка. Традиционная архитектура требует тяжелых стеклянных или бетонных фасадов для станций. Но здесь, как мы увидели в документах, для станции используется специальная ETFE-пленка. Так, пленка вместо стекла. Звучит как-то, ненадежно для транспортного узла. Да, на первый взгляд, да. Но ETFE-пленка — это вторполимер, который в 100 раз легче традиционного архитектурного стекла. В 100 раз? Да, и при этом она обладает феноменальной прочностью. Она выдерживает экстремальные перепады температур от минус 80 до плюс 150 градусов Цельсия. И она успешно прошла испытания штормовыми ветрами до 35 метров в секунду. Ничего себе. И что здесь действительно увлекательно, так это каскадный процесс оптимизации, который запускается этим решением. Это классический эффект второго порядка в инженерии. Более легкие материалы станций и легкая путевая структура означают, что нам нужны менее массивные промежуточные опоры. А менее массивные опоры требуют фундаментов гораздо меньшего объема. В точку. В итоге землеотвод для таких трасс составляет всего около 2,5% от того, что требует традиционная железная дорога. 2,5%. То есть мы буквально не трогаем землю? Именно.
Это открывает возможность строить инфраструктуру там, где раньше это считалось инженерным и финансовым самоубийством. На вечной мерзлоте, на сыпучих песках или глубоких торфяных болотах. Поразительно. И с системной точки зрения эти комплексы работают как своеобразный макроскопический демон Максвелла. Так, а вот тут давай притормозим. Для тех, кто не держит томик по термодинамике на прикроватной тумбочке, что за демон и при чем тут транспорт? Да, поясню. В физике демон Максвелла — это такой гипотетический персонаж, который сортирует быстрые и медленные молекулы. Он создает порядок из хаоса и снижает энтропию системы без затрат работы. В нашем случае город — это сосуд с хаотично движущимися частицами. Автомобилями, пешеходами, автобусами, самокатами. Верно. Они постоянно сталкиваются, мешают друг другу. Это высокая энтропия, это пробки. А система UST физически выводит гигантские пассажиропотоки вплоть до 50 тысяч человек в час на изолированный второй уровень. Она полностью устраняет саму плоскость конфликта. Нет пересечений, нет светофоров. Да. Система сортирует потоки, создавая идеальный порядок и снижая транспортную энтропию города. Она предотвращает хаос, и самое важное, согласно их градостроительным моделям, это не требует массового сноса существующих зданий или вырубки парков. Что неизбежно при расширении обычных дорог. Да. И вот тут мы плавно переходим от физики к деньгам. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что если мы строим легкую, ажурную трассу, которая почти не касается Земли, это должно как-то отражаться на стоимости. Я полезла в финансовые сводки, и цифры капитальных затрат, или CAPEX, просто обескураживают. О да, цифры там весьма красноречивые. Строительство традиционного подземного метро сегодня обходится в среднем где-то в 100-150 миллионов долларов за 1 километр. И это еще скромно, в сложных грунтах бывает сильно дороже. Тяжелые бетонные эстакады монорельса стоят от 25 до 180 миллионов за километр, а базовая стоимость инфраструктуры UST стартует от 1 миллиона долларов за километр. Разница колоссальная. Разница даже не в разы, а на порядке. Звучит, честно говоря, почти слишком хорошо, чтобы быть правдой. В чем секрет такой сумасшедшей экономии? Секрет не в том, что они используют какие-то волшебные или ультрадешевые материалы. Экономия достигается концептуально. Они просто устраняют самые дорогие и трудоемкие этапы стройки. Создание сплошного земляного полотна, выемку миллионов кубометров грунта, возведение гигантских насыпей и заливку капитальных мостов, переправ. Логично. Но есть и обратная сторона медали, которую очень часто игнорируют в традиционных инфраструктурных проектах. Парадокс заключается в том, что первоначальный CAPEX — это лишь верхушка айсберга. В проанализированных нами документах приводится блестящий пример. Это макроэкономический анализ железных дорог США 80-х годов. А что с ними было не так? Казалось бы, железные дороги — это проверенная веками вещь. Да, но после дерегуляции отрасли туда влили огромные деньги, а рентабельность оказалась катастрофически низкой. Причина крылась в скрытых капитальных затратах, которые маскировались под операционные расходы, то есть OPEX. Скрытые затраты? Да. Представьте себе тяжелый товарный состав или локомотив. Его массивные стальные колеса день за днем с огромной силой бьет по рельсовым стыкам. Эта микровибрация передается вниз, постоянно разрушая балластную призму, ту самую щебенку под шпалами. То есть путь сам себя уничтожает в процессе работы? Именно. В итоге железнодорожники вынуждены бесконечно, непрерывно реинвестировать гигантские суммы просто в поддержание пути в рабочем состоянии. А транспортная система UST элегантно избегает этой исторической ловушки. Их юнимобили легкие, они движутся по идеально ровному, бесстыковому пути по струне. Плюс, так как трасса поднята над землей, на нее вообще не воздействует морозное пучение грунтов. Да, которое каждую весну буквально разрывает и корежит обычные автомобильные и железные дороги в холодных климатических зонах. И чтобы минимизировать эксплуатационные расходы еще больше, они внедряют очень серьезный искусственный интеллект для мониторинга. Это не просто камера, которой смотрят, едет вагончик или нет. Внутри путевой структуры установлены умные инклинометры и линейные датчики. И они работают непрерывно. Да, они в реальном времени фиксируют малейшие отклонения напряжения металла, изменение температуры с точностью до сотых долей градуса.
ИИ создает индивидуальный профиль поведения для каждой конкретной опоры на всем протяжении трассы. И это то, что инженеры называют предиктивной аналитикой. Система не ждет, пока что-то сломается. Она заранее знает, где металл устал, где потребуется профилактическое обслуживание, и направляет туда сервисный дрон или бригаду. Поразительный уровень автоматизации. Согласно расчетам в документах, такой предиктивный подход увеличивает общий срок жизни инфраструктуры на 15-25%, а это в масштабах десятилетий экономит миллиарды. Если легкие конструкции так кардинально меняют правила игры для пассажиров, то что происходит, когда мы пытаемся применить эту же логику к тяжелым грузам? Пассажиры — это здорово, но кровеносная система мировой экономики — это грузоперевозки. Безусловно. В стратегии компании подробно разбираются два решения. Это Ютранс и Юконт. Первое – это конвейерный транспорт для сыпучих грузов – угля, щебня, руды. По сути, бесконечная лента в трубе, которая способна заменить целые парки дорогищих, коптящих небо карьерных самосвалов. Тех самых, что требуют огромных дорог и литров солярки на каждый километр. И огромных затрат на обслуживание. А вот Юконт — это специальные юниконты для стандартных морских ISO-контейнеров. Они способны развивать скорость до 120 км в час над землей, и заявленный логистический тариф просто бьет все рекорды. Минимум в 1 цент за тонна-километр. И вот тут, если мы свяжем эти технологические решения с более широкой макроэкономической картиной, мы увидим фундаментальный сдвиг в пространственной экономике. Речь идет о концепции проходящих контейнеров – passing containers. Давайте посмотрим на традиционную мировую логистику. Современные морские порты давно превратились в гигантские бутылочные горлышки. Это точно. Как вообще обычно выглядит порт? Это сотни гектаров бесценной прибрежной земли, которая залита бетоном и завалена штабелями металлических ящиков. Контейнеры там складируются, сортируются гигантскими кранами, неделями ждут перегрузки на фуры или товарные поезда. Это генерирует колоссальное простое и убивает экологию прибрежных городов выхлопами тысяч грузовиков. То есть порт работает как огромная медленная пробка для товаров. Совершенно верно. Архитектура Юстек позволяет беспилотному юниконту подъехать прямо к разгрузочному терминалу, забрать груз прямо с прибывшего судна и безостановочно на скорости 120 км в час увезти его вглубь континента. На сухой порт или распределительный центр в сотнях километров от побережья. Это кардинально меняет градостроительство прибрежных мегаполисов. Освобождаются сотни гектаров драгоценной земли прямо у воды. Ее же можно вернуть городу под парки, и жилье или деловые центры. И это открывает огромные экономические перспективы для муниципалитетов. Звучит очень масштабно. Но меня при изучении документов больше всего зацепило то, как эти технологии могут работать не только в богатых мегаполисах, но и в сложнейших регионах, запуская настоящие экономические цепные реакции. Да, есть отличные примеры. Взять, к примеру, предложенный проект в Непале в городе Биратнагар. Если взглянуть на этот регион, сложнейший горный рельеф, узкие улицы, сейсмическая активность и весьма скромные экономические реалии. Строить там классическое подземное метро – это просто утопия, никаких бюджетов не хватит. При этом город задыхается в пробках, логистика парализована. Типичная ситуация для развивающихся регионов. И тут появляется проект UST с бюджетом всего около 35 миллионов долларов. Для транспортной инфраструктуры масштаба города это буквально копейки. И эта трасса становится единственным жизнеспособным решением, способным обеспечить 10 миллионов поездок в год. Или вот совершенно другой климат – Архангельск. О, проект с Кегостровом. Да, там есть концепт соединения Кегрострова с материком. Людям нужно перебираться через широкую Северную Двину. Строить там классический капитальный мост с огромными опорами, способными выдержать ледоход, это астрономически дорого. А легкая струнная трасса элегантно перешагивает эту водную преграду. Это критически важные примеры для понимания пространственной экономики. Когда инфраструктура радикально снижает капитальные барьеры для преодоления расстояний, происходит реаллокация капитала. Прямые инвестиции начинают перетекать в те зоны, которые ранее считались географически изолированными. Или экономически депрессивными. Инфраструктура перестает быть роскошью исключительно для богатых столиц.
Такие проекты выступают мощным инструментом выравнивания межрегионального неравенства. Каждый вложенный доллар начинает работать с мультипликатором. Строятся станции, вокруг них возникает малый бизнес, улучшается мобильность рабочей силы и запускается целый каскад развития региона. Это впечатляет. И тут у меня, честно говоря, возник некоторый когнитивный диссонанс при чтении их бизнес-стратегии. У компании есть флагманский, невероятно футуристичный продукт — сверхскоростные магистрали. Там юнилеты в фарвакуумных туннелях или на специальной эстакаде должны развивать скорость в 500 км в час. Это же мечта. Но GT принимает решение временно заморозить развитие этого направления. Да, это решение вызвало много вопросов. Так что же все это значит? Почему компания вдруг бьет по тормозам и откладывает свой самый амбициозный проект на полку? Если отбросить эмоции и посмотреть на сухие факты в документах, мы увидим исключительно прагматичное стратегическое решение. Создание комплекса на 500 км в час кардинально отличается от строительства городских трасс. Нужны уникальные, еще не обкатанные в массовом производстве мотор, колеса, сложнейшая аэродинамика, но главное препятствие — это земля. Полигоны. Да, для сертификации такого транспорта требуется строительство идеального тестового полигона длиной не менее 25 километров. Оценочная стоимость только этого тестового комплекса — около 750 миллионов долларов. Ого! К тому же процесс отвода такого колоссального, непрерывного участка земли натолкнулся на тяжелейшие бюрократические и институциональные барьеры. А многие предварительные переговоры в разных странах были банально сорваны из-за пандемии COVID-19 и последовавшего макроэкономического шока. В ответ GTA продемонстрировала то, что в бизнесе называется стратегической гибкостью. Они перенаправили силы? Да, они перенаправили весь инженерный и финансовый потенциал на городские и грузовые проекты со скоростями до 150 км в час. И эти проекты, как я понимаю, уже гораздо ближе к реальности. В документах часто мелькает термин «уровень готовности TRL 8.9». Для тех из нас, кто не работает в венчурных фондах, что это означает на практике? TRL, или Technology Readiness Level, это шкала готовности технологии. Уровень 8.9 означает, что система полностью протестирована в реальных условиях, сертифицирована и готова к массовому коммерческому внедрению. То есть это уже не чертежи и не прототипы в лаборатории, это продукт, который можно продавать здесь и сейчас. Они менее капиталоемкие, и на них есть немедленный спрос со стороны муниципалитетов и логистических компаний. Это очень логичный пивот. И это подводит нас к их финансовой модели, которая, надо сказать, весьма нетривиальна для таких масштабных строек. Обычно, когда кто-то хочет построить транснациональную дорогу, он идет на поклон к крупным институциональным кредиторам, вроде МВФ, Мирового банка или суверенных фондов. Классический путь макрофинансирования. Но в отчетах прямо указывается на риски такого подхода. Такие кредиты часто связывают по рукам и ногам локальной экономики, а львиная доля прибыли в итоге выводится за рубеж в виде процентов. GTI выбрала совершенно иной путь – краундфандинг, или, как они это называют, краудинвестинг. Через партнерские платформы. Да, они используют независимые платформы, такие как SkyWorld Community и RSV Systems. Развитие разбито на 15 четких этапов. На ранних этапах инвесторы брали на себя огромные риски и получали большие доли. Сейчас, когда технология достигла того самого уровня TRL 8.9, риски снизились и дисконты тоже. Оставаясь абсолютно нейтральными и объективными к конкретным бизнес-прогнозам и обещаниям корпорации, потому что наша задача только анализировать документы, нельзя не отметить саму новаторскую архитектуру этой модели. Согласна. Такая децентрализация финансирования — это попытка сформировать альтернативную парадигму. Капитал привлекается не от государств или мегабанков, а от сотни тысяч обычных людей по всему миру. В случае коммерческого успеха дивиденды будут распределяться среди этой огромной базы мелких совладельцев, то есть прибыль удерживается внутри формирующегося глобального среднего класса. А не аккумулируются на счетах пары-тройки транснациональных фондов? Именно.
Интересно также, что сам генеральный конструктор Анатолий Юницкий инвестировал более 10 миллионов долларов личных средств на старте, а внесенная им интеллектуальная собственность была оценена независимыми аудиторами в сумму порядка 400 миллиардов долларов. Опять же, мы не оцениваем реалистичность этой оценки сейчас, но стоит подчеркнуть один факт. Такая независимость позволяет компании обходить тяжелую вестнуйскую бюрократию государственных тендеров и ускорять циклы исследований и разработок. Планы на IPO тоже прописаны довольно четко. Независимость от банков – это отлично, но инфраструктура должна быть независимой еще и от сил природы. И тут мы переходим к 5-му уровню геополитической устойчивости и климату. Мы живем во времена экстремальных погодных аномалий. В документах есть яркие примеры того, как традиционный транспорт просто сдается перед стихией. Все помнят ледяной дождь в Москве пару лет назад, который просто парализовал движение поездов, рельсы обледенели, провода оборвались. Да, коллапс был серьезный. А с другой стороны спектра Ближний Восток, где экстремальная жара под 50 градусов буквально выгибает стальные железнодорожные пути. Но UST заявляет о потрясающей устойчивости. Их юниподы проходят испытания на полигоне в Беларуси в экотехнопарке возле курорта Сосны, где они отлично справляются с морозами и снегопадами. Они используют встроенный интеллектуальный климат-контроль и системы очистки пути. И параллельно эти же системы тестируются в инновационно-технологическом парке в Шарже. В Объединенных Арабских Эмиратах, да. Там они бесперебойно работают под палящим солнцем и в условиях агрессивных песчаных бурь, которые мгновенно засыпают обычные дороги. Это поднимает важный вопрос. И этот климатический иммунитет выводит нас на уровень глобальной геополитической безопасности. Современные глобальные цепи поставок невероятно хрупки. Они критически зависят от нескольких узких морских перешейков и проливов – Суэцкого канала, Панамского, Малакского пролива. Любая блокировка там, как это было с гигантским контейнеровозом Ever Given, вызывает эффект домино, приводящий к многомиллиардным убыткам по всему миру. Абсолютно. Логистика перестала быть просто вопросом того, кто довезет дешевле. Это теперь вопрос национальной безопасности. Способность технологии UST рентабельно прокладывать стальные сухопутные коридоры через джунгли, горы, вечную мерзлоту или пустыни дает целым государствам мощнейший инструмент диверсификации своих торговых путей. Независимость от моря. Это возможность создавать трансконтинентальные артерии, которые обладают иммунитетом к морским эмбарго, пиратству и климатическим катастрофам. А то, что трасса поднята высоко над землей, делает ее физически неуязвимой для наводнений, многометровых снежных заносов и разрушительных селей. Итак, подводя итог нашего масштабного разбора. Погрузившись в эти документы, мы ясно увидели, что технология UST – это далеко не просто инновационный вагончик, красиво скользящий по струнам. Это полноценная перепрошивка фундаментальных принципов. Это пересмотр того, как мы используем дефицитную землю, как управляется термодинамика транспортных потоков в задыхающихся мегаполисах и как выстраиваются независимые, устойчивые логистические цепи на уровне целых континентов. Переход на совершенно новый уровень эффективности. Качественный переход от плоской двумерной логистики, вечно конфликтующей с природой, к трехмерной, экологичной, сетевой архитектуре. И если мы хотим вывести наше понимание на финальный, по-настоящему цивилизационный уровень, стоит упомянуть философский и концептуальный фундамент, заложенный создателем этой технологии Анатолием Юницким. В изученных нами материалах подробно описывается концепция линейного города. Да, это очень интересная часть документации. Идея в том, что вся техносфера, включая транспортные артерии, линии связи и энергетику, выносится на второй уровень, а поверхность Земли под ними полностью возвращается биосфере. Пешеходам, лесам, животным. Но, что поразительно, это рассматривается лишь как первый шаг. Только начало. Программа EcoSpace и концепция общепланетарного транспортного средства, или ОТС, предлагают еще более радикальную мысль. В долгосрочной перспективе будущее человечества заключается не в модном сейчас нулевом росте или деиндустриализации, которые ведут к технологической стагнации. Будущее в масштабном физическом разделении. Разделение индустрии и природы. Да, вся тяжелая, энергоемкая и экологически грязная индустрия должна быть вынесена на околоземную орбиту. Там есть бесконечный вакуум для идеальных технологических процессов,
невесомость и неограниченная солнечная энергия круглый год. А Земля, освобожденная от заводов и асфальта, должна стать глобальным биосферным заповедником, домом для человечества. И струнные дороги играют в этом свою роль. Внедрение струнных дорог ЮСТ рассматривается в этих философских трактатах как первый, абсолютно необходимый практически земной шаг к этой стратегии выживания всего нашего вида. Совершенно потрясающий космический масштаб мысли. От физики натяжения одной стальной струны до вывода тяжелой промышленности целой цивилизации на орбиту Земли. Всегда здорово находить такие глубокие неочевидные связи и философские идеи, скрытые в сухих, на первый взгляд, корпоративных отчетах и инженерных планах. Предлагаем всем поразмыслить над этой радикальной концепцией будущего на досуге. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении. До новых встреч и новых удивительных открытий.